Давайте выполним упражнения по пройденным темам. Эти упражнения по разделам есть в разных папках. По разделам. Ну что ж, попробуем создать такой логотип юридической компании, пока без текста. Тексту посвятим очень много времени отдельно. Это просто простые объекты. И выровняем или сдублируем с помощью selection, и распределим с помощью align. Выполним все функции, которые мы с вами изучали. Начнем работу с создания белого квадрата. Чтобы создать точный объект, мы берем прямоугольник, делаем щелчок по любой точке и задаем размеры по ширине и высоте. Хочется этому квадрату создать тень, то есть дубликат квадрата с движением вправо 5 мм и вниз столько же. Для выделенного белого квадрата я делаю двойной клик по инструменту Selection. 5 мм вправо, 5 мм вниз. Copy. Выберу любой цвет и отправлю как тень на задний план. Элементы головного убора тоже простые элементы подальше от квадратов нарисую, чтобы не сместить их. Допустим, головной убор, поля, верхнюю часть сделаю такой большую. Веревочку сделаю тоже из прямоугольника. Помпончик сделаю из шестигранника. Не забываем стрелочки вверх-вниз и обязательно в конце, прежде чем отпустить левую кнопку мыши, мы держим Shift, чтобы на ножки поставить этот объект. И уже выравниваем между собой эти объекты. 3 прямоугольника больших я выравниваю по вертикальному центру. Сейчас хочется веревку с большим прямоугольником выровнять по левому краю, но большой прямоугольник синий с красными прямоугольниками уже выровнен, он уже на своем месте стоит, поэтому я не хотела бы сместить его. Выделяю веревку, большой прямоугольник, и чтобы не сместить этот большой прямоугольник, я делаю по нему щелчок дополнительный и выравниваю по левому краю. Хочу помпончик с веревочкой выровнять по центру вертикальному. Выделяю эти фигуры. Веревка уже на своем месте. Чтобы ее не сместить, я делаю контрольный щелчок и выравниваю по центру. Чтобы задать интервал нулевой, я наберу в третьей строке нулевой интервал и распределю по вертикали. Весь головной убор готов. Обязательно группируем. И как один объект очень хочется поставить в центр белого квадрата. Выделяю и группу, и белый квадрат. Белый квадрат со своей тенью находится на своем месте. Чтобы его не сместить, я делаю щелчок по нему и выравниваю по вертикальному центру и по горизонтальному центру. Такие упражнения очень рекомендуется делать.